Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, необыкновенно нежный и вкусный йогуртовый чизкейк, который буквально тает во рту. Готовится он без муки, без масла, и по этому способу приготовления получается высокий и очень пышный. Итак, форма у меня здесь 16 сантиметров в диаметре, без дна. Я ее застилаю фольгой. Вы же можете также брать и на 20 сантиметров в диаметре форму на это количество ингредиентов. Можете просто застилать ее бумагой для выпечки. Я делаю вот таким способом. С тефлонового коврика я вырезала вот такие заготовочки. Выстилаю дно и бока формы. И также противень какой-то нужно приготовить, в который мы поставим эту форму. Снимаю цедру с одного лимона. Лимон у меня био, то есть он не обработан. 4 яйца я разделила на желтки и белки. 4 белка здесь у меня, добавляю туда щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара. И от общего количества сахара 80 грамм я отправляю в белки примерно половину и взбиваю примерно 2-3 минуты до вот таких мягких пиков подрагивающих. Более взбивать здесь не нужно. 4 желтка я взбиваю с остатками сахара примерно 3-4 минуты. Желтки взбиваем дольше, чем белки. Вот такая побелевшая масса должна у нас в итоге получиться. Добавляю туда 350 грамм греческого йогурта 10% жирности комнатной температуры. Сразу говорю, вместо греческого йогурта можно брать сметану 10-20% жирности, это тоже подойдет. Но вкус, конечно, вот этот йогуртовый, он присутствует только при добавлении йогурта. Вы можете взять жирную сметану и не такой жирный йогурт, не питьевой, и смешать, и это количество грамм добавить туда. Также я добавляю 1 столовую ложку лимонного сока туда и цедру одного лимона, которую мы сняли в начале видео. Все это просто перемешала до однородности. Просеиваю туда 70 грамм кукурузного крахмала. Картофельный крахмал не подходит. Просеиваю и сейчас перемешиваю также все это обычным миксером. Лопаткой здесь не нужно ничего перемешивать. Просто до однородности, ничего здесь не взбиваю. И теперь белки я аккуратно лопаткой вмешиваю уже в эту полученную смесь. Можно перемешивать белки также вот таким венчиком, очень удобно. Но со дна лучше, конечно, поднимать лопаткой. Все, тесто готово. Переливаю сейчас в форму. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции 50 минут на 170 градусах. Потом открою духовку, чтобы вышел весь пар. И переключаю духовку на 130 градусов и выпекаю еще 15 минут. Я это все напишу в описании. Сейчас заливаю вот эту форму прозрачную стеклянную на 3 сантиметра кипятком. Потому что у нас этот чизкейк будет готовиться именно на пару. Приготовился. У меня прошло все это время на выпечку. Вот такой высокий он получается. Разломы есть здесь, потому что форма узкая. Если брать более широкую форму, они будут незначительными, эти разломы. Но так как мы это готовим для себя, это, я считаю, не принципиально здесь особо. Посыпать можно сахарной пудрой, поливать медом любимыми, сиропами, то есть то, что вам нравится. Ниже температуру выпекания я не советую ставить, потому что будет суховато сверху. Измеряю сейчас для вас линейкой. Вот такой высокий он получается. Тающий во рту, необыкновенно нежный, просто как какое-то облачко.
Так он разламывается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.